Движение тела массой 12 кг под действием силы F описывается графиком зависимости проекции скорости от времени. Найдите проекцию силы F на каждом этапе движения. Постройте график зависимости проекции силы F от времени. Нам дана проекция скорости действия силы F от времени на тело массой 12 кг. По второму закону Ньютона сила, действующая на тело, равна массе тела умножить на его ускорение. По графику зависимости движения тела видно, что скорость здесь менялась от 0 до 20 метров в секунду. На этом этапе. Этап напишем. Время. Первое. Время 0,50 секунд. Происходит равноускоренное движение тела, потому что скорость меняется от 0 до 20 метров в секунду. Здесь можно вычислить, какое действие. Здесь ускорение скорости. Итак, ускорение будет равно v конечное минус v начальное, деленное на время. Поскольку v начальное здесь равно нулю, v начальное здесь превращается в 0, то a равно v конечное делить на время. Что у нас здесь является v конечным? Конечное 20 метров за секунду. И время у нас от 0 до 50 секунд. Можем вычислить, чему будет равно а. В данном случае а равно 20 метров за секунду делить на разницу времени от 0 до 50. На 50 секунд будет 0,4 метра за секунду в квадрате. На участке от 0 до 50 секунд на тело массой 12 кг действовала сила, которая создавала ускорение 0,4 метра за секунду. Мы можем посчитать, чему значение равно силы, действующей на участке от 0 до 50. Итак, F равно, согласно второму закону Ньютона, m умножить на а, равно 12 кг, умножим на 0,4 метра за секунду в квадрате. Мы получаем 4,8. Переписываем здесь килограмм на метр и на секунду в квадрате. А это что? Это ньютон. Будет 4,8 ньютона. На этапе от 0 до 50 секунд действовала сила, совпадающая с направлением. Ускорение здесь у нас положительное. И сила действовала 4,8 ньютона. Второй этап. От 50 секунд до 100 секунд. Видно, что скорость здесь не менялась. Здесь происходило равномерное движение со скоростью 20 метров в секунду. Но опять же, согласно первому закону Ньютона или закону инерции, говорим о том, что если на тело не действует сила, она движется либо равномерно, либо сохраняет состояние покоя. Во всяком случае, если она здесь двигалась равномерно, то силы на него не действовали. Либо результирующая все сила равно нулю. В данном случае здесь ускорение отсутствует, а равно нулю. Сила на этом этапе не действовала. Можно написать, что F на этапе 50. 100 равно нулю. И последний этап, третий. Третий этап – это время менялось от 100 секунд до 200. Здесь, как видно, скорость уменьшается от 20 метров в секунду до нуля. И ускорение здесь отрицательное. Почему? Потому что направлено в сторону уменьшения скорости. В любом случае, это та формула, которая у нас является определением ускорения, а равно v конечное минус v начальное, делить на t. Вернее, t это дельта t, это разница. Получается здесь 100 секунд. Конечная скорость равна нулю, а у нас будет равно минус v начальное делить на t. Минус говорит о том, что ускорение будет у нас отрицательное, поэтому будем считать его модуль. Модуль а посчитаем будет равно v начальное делить на t. Итак, а здесь будет равно v начальное у нас было 20 метров за секунду и делить на сколько? На 100 секунд. Разница. Получаем мы 0,2 метра за секунду в квадрате. Не нужно забывать о том, что в данном случае у нас ускорение отрицательное. А это мы посчитали модуль ускорения. А получается минус 0,2 метра за секунду в квадрате. Теперь посмотрим, какая сила будет действовать на тело массой 12 кг. F на участке от 100 секунд до 200 равно масса умножить на вот это значение. M на A либо равно 12 кг, что умножится на 0,2 со знаком минус метров за секунду в квадрате. Получается минус 2,4 ньютона. F на этапе 100-200 секунд равно минус 2,4. Теперь построим график зависимости с действия силы в зависимости от времени. На этапе от 0 до 50 секунд сила действовала 4,8 ньютона положительной. Будем считать это 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4,8 ньютона. Ну, где-то приблизительно будет вот так. На этапе от 0 до 100 секунд ускорения нет, поэтому сила не действует. Вот она. И от 100 до 200 секунд действует сила минус 2,4 метра за секунду. Это здесь будет минус единичка, минус двойка. Здесь минус 3, где-то вот здесь, вот так. Сила действует вот здесь. График действия силы, каким образом она воздействует на тело. Здесь она ускоряет тело, тут равномерное движение сила не действует. Здесь сила направлена в противоположную сторону движения, поэтому скорость уменьшается до 20 метров в секунду до нуля. Вот действие силы.